Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, проект «Шум». Да, именно шум. Мы шумим и обсуждаем все самое важное, самое интересное, самое острое и так, как мы хотим. Потому что это общий проект со зрителями. С вами, уважаемые друзья. Спасибо большое, что присоединяетесь. Спасибо за поддержку, за то, что активно обсуждаете все, что происходит. Ровно для этого шум и нужен, а еще его слышно везде. В общем, формат эфира очень простой. Обсуждаем новости, беседуем в чате и уделяем время для такого общения, да, с чатом трансляции. Для начала, как всегда, игра в города. А кто откуда, а? В общем, пишите, откуда вы, и обязательно смысл игры в том, чтобы вы поставили лайк, если бывали там или где-то еще, если, ну, что слышите, да, в игре в города, или, например, вам просто нравится, что вот такой шум, и слышно его очень и очень отовсюду. Спасибо большое, Рига смотрит шум, и это замечательно. Спасибо большое, Финляндия уже здесь, да, смотрю, из Швеции, это прекрасно и здорово. Харьков на связи, Шостка шумит, всем вечер добрый, добрый вечер и вам. Кале шумит. Спасибо большое. Кибастус здесь. Это здорово. Афины всегда с вами. Yes, Киев. Да, прекрасно. Шостка, да. Швеция, значит, на связи. С нами еще вот замечательное название. Мне очень радует игра в города, потому что такие названия, ну столько мест, и везде есть наши люди, а они все наши, потому что следят за тем, что происходит, и потому что это очень и очень важно. Люберцы, Севастополь, Одесса, таки Израиль, таки здравствуйте, Самара шумит, спасибо большое, доброй ночи, Севастополь пришел, да, Лосино-Петровская шумит, Одесса в норке, Калининград на связи, Минск, Беларусь, Геленджик, Карелия, Черновцы шумят, Сергиев Посад на шуме и Зеленокумск шумит. Отлично. С нами Жмеренко, Киев, жизнь бесценна. О, да, это точно. Генуя шумит, город Колумба, будь он не ладен, а? Будь не ладен, открыл в свое время, лучше б не открывал, там как-нибудь бы там индейцы как-то доразвились. Невысоки шумят, прекрасно. Кёнигсберг, Симферополь, на связи Воркута, Шахтинск, Николаевщина на связи и Худжант на связи тоже. Друзья, ставьте лайки, если смотрите в записи этот эфир. Спасибо большое за то, что присоединяетесь. И, конечно, пишите в комментариях. Вот пишите в комментариях в шуме, откуда вы смотрите, потому что чаты трансляции улетучиваются, а комментарии-то остаются. Значит, Прага здесь на связи. Отлично. Донецк, Сибирь тоже. Давайте проголосуем вот этой честной кампании в нашем сегодняшнем опросе. Если бы в Украине платили добровольцу миллион, лимон платили. Ну, ты доброволец, не вот это вот гребли, засовывали, бусифицировали, а платили миллион. Вы бы пошли добровольцем? Варианты да, нет. Взял бы деньги, ушел в СЗЧ. Ну или такой философский вариант, что деньги уже не помогут ВСУ, не помогут в наборе, не помогут в мобилизации в Украине. В общем, проголосуйте. В конце подведем итоги. Очень интересно, что скажете вы. Мариуполь, город-герой, спасибо. Херсон, привет большой. Бременские музыканты из Бремена. Так, Таганрог на связи. Дагестан, ох, Дагестан, у вас и наводнение, и трухануло, по-моему, вчера. Землетрясение 4 балла. Вельск на связи. Могилев-Подольский, Запорожье шумит Саша, прекрасно. Швейцария на связи. Зачем мертвому миллион? Ну так оставить после себя чего? Миллион евро или долларов? Гривень, друзья, в вопросе. Гривень. Украинские гривни есть такие. Обесценивается валюта. Завтра будет евро. Очередной рекорд побит. Так, значит, спасибо большое за добрые слова. Белгород на связи. Электрогорск на связи. Да, перевал Дятлова, да. Конечно. Гаврилов Ям. Ростовская область шумит. Крым. Судак. Морское шумит. Окинава, ух ты, Окинава, привет вам в Окинаву тоже. Да, теперь 5 минут географии, конечно, можно и больше, друзья, и поэтому я всех отправляю и отсылаю непосредственно в наш с вами комментарий. Пишите, откуда вы, это всегда украшает наш сегодняшний эфир. Начнем сегодняшнюю нашу, скажем так, посиделку с Армуза. Ох! Сколько копий поломано, и вообще непонятно, что там происходит. Значит, буквально несколько часов назад появляются умопомрачительные сообщения. Более 10 тысяч военнослужащих США, а также десятки самолетов, кораблей принимают участие в блокаде портов. Центральное командование, на секундочку, вооруженных сил США заявляет, что летчики, пехотинцы, военные корабли, более 10 десятки самолетов миссию выполняют по блокаде судов, входящих в иранские порты и
покидающие их. Говорится в заявлении командования, и там отмечают, что за прошедшие 24 часа ни один корабль не прошел через Ормузский пролив. Врут нахально. Ну или не договаривают, или каким-то образом преувеличивают, приукрашивают действительность, потому что китайский корабль подсанкционный Соединенных Штатов Америки, он шел, да, вроде как не из Ирана, но через Ормузский пролив, через иранскую вот эту дугу, иранский заход прошел себе, а позже, ну, вообще увидели, что, да нет, собственно, Ормуз проходят еще два корабля, представляете, и уже иранских, в общем, подтверждений нет никакой. Вокруг Ормуза прям настоящая буза. Что происходит? Прикалывается соцсеть, конечно, на Авито уже выставляют объявление шуточное: проведу ваше судно через Ормузский пролив мимо иранских американских кораблей, 2 миллиона рублей это стоит. Кто проводит? Аквамен. Аквамен. Опытный защитник морской Аквамен Артур Кари предлагает услуги по безопасной проводке. В общем, Персидский залив, цена обсуждается. Ну, в общем, может, не 2 миллиона. Вообще смеха много вокруг этого. Но смех смехом, но китайское судно, которое, как бы, сообщают, взяло и прошло. Китай официально осуждает то, что творит с Ормузом Дональд Трамп. Блокировка американским флотом безответственно и опасно. Она может нарушить хрупкое прекращение огня. Ван И заявил, глава МИД Китая, сказал, что блокировка иранских судов не служит общим интересам мира, и призвал международное сообщество активизировать свои усилия по содействию мирным переговорам. Мол, мир, что ты слушаешь того Трампа, который всех призывает, в общем, принять участие в разблокировке или еще? Нет, давай как-то так вот надави, чтобы разблокировали. Иран выходит и якобы говорит, что слушайте, да пожалуйста, давайте разблокировать, почему нет? Ну вот сейчас мы примем условия, да, вот прекращим, мы готовы, пожалуйста. Вот у Ирана свои правила, у Америки свои правила. И, конечно, там досмотр, сопровождение. Главное, чтобы не нефть и не чтобы не через Иран. Однако получается на земле, точнее на море, точнее в проливе, все немножко выглядит по-другому. Пресса активно пишет, Wall Street Journal сообщает, что Саудовская Аравия отказывает на давление. Какое может оказывать на Соединенные Штаты, чтобы тоже снять блокаду с этого пролива? Призывает конфликтующие страны вернуться за стол переговоров. Рияд опасается, что попытка Трампа закрыть пролив спровоцирует Иран на ответные меры и нарушение других важнейших морских маршрутов для экспорта самой саудовской нефти. По словам официальных лиц, Саудовская Аравия предупредила Иран о возможности ответных мер в виде закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, узкого места в Красном море, имеющего решающее значение для оставшегося экспорта нефти королевства, отмечает издание. То есть, как бы саудиты и с Ираном, саудиты и с Трампом. Вот почти как Макрон. Он тоже созванивается и с президентом Ирана, и с Трампом, и тоже как бы вроде как участвует, но толку нет. Толку нет. Почему? Потому что цели изначально другие. Потому что изначально задача, по всей видимости, иная. Крики о том, что ядерная таблетка или там ядерный уран обогащенный, ядерное оружие, грязная бомба, они особенно усиливаются тогда, когда начинаются вот такие репортажи на том же американском телевидении. Компания по отслеживанию судов сообщает, 121 пустой нефтяной танкер направляется в Соединенные Штаты Америки. Из них 68 — это сверхкрупные танкеры, способные перевозить по 2 миллиона баррелей каждый. Президент Трамп призвал страны, пострадавшие от сбоев из-за Ирана в Ормузском проливе, перейти на американские энергоресурсы. И, похоже, они действительно это делают. Они прислушиваются к Трампу. Президент заявил в эфире Fox: Китай может отправлять свои суда в США. Китай может отправлять свои суда в Венесуэлу. При этом он добавил, что пустые нефтяные танкеры из разных стран сейчас направляются в США, чтобы загрузиться. Это заявление президента Соединенных Штатов. Вот так вот. То есть у них собрали пустые танки. Говорит, так мы вам сейчас накачаем нефти, мы сейчас энергоресурсами побалуем, мы. И, похоже, прислушиваются. Поэтому с точки зрения заработка
и торговли Соединенных Штатов Америки, вот тут возникают вопросы. А что это вообще за блокада? Во-первых, непонятно, есть она всецелая или нет. Если ее нет, то что будет дальше? Если она есть, то понятно зачем. Вот эти супербольшие танкеры, наверное, наполнятся, насытят изголодавшиеся по ближневосточной нефти покупателей, да, каких-то покупателей насытят, а потом, возможно, как-то договорятся. Вообще очень интересно с точки зрения того, как это все впрягается в переговоры. Вышел сегодня с утра, ну это было поздно ночью, ну как бы сегодня с утра Венс и начал, собственно, рассказывать о том, что Трамп, вы просто не понимаете, он добивается определенного результата. Есть два момента, в отношении которых президент США действительно сказал, что мы не готовы идти на уступки. Мы должны добиться того результата, о котором говорил президент. Первый момент касается того, что некоторые называют пылью обогащенного урана, который есть у иранцев. Мы хотим, чтобы они вывезли его из страны и готовы взять его под свой контроль. Почему это важно? Это, конечно, не имеет значения, потому что у них уже есть доступ к этому материалу. На самом деле, в рамках операции «Полуночный молот» этот материал был захоронен под землей. Но если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то президент не хочет оставлять эту проблему следующему или последующим президентам. Поэтому мы хотели бы полностью вывести этот материал из страны, чтобы он находился под контролем США. Это во-первых. А во-вторых, что касается проверки, то одно дело, когда иранцы заявляют, что у них не будет нового ядерного оружия. Другое дело создать механизм, который гарантирует, что этого не произойдет. То есть, смотрите, это вообще история на годы. Вот это то, что он сейчас говорит, это история на годы. То есть давайте создадим механизм, что это не произойдет, а тем временем что? Передел нефтяного рынка. Ну, у вас же там есть обогащенный уран, давайте вывезем, давайте что-то с ним сделаем. Смотрите, вот не было бы урана, так все было бы отлично. И вообще, ну давайте так, почему не договорились? Ну пишут же на выходных, пишут же потому что, ну как не договорились, Трамп, как бы, Трамп и Венс от Трампа предлагает одни сроки, 1% обогащения, Иран говорит, нет, там нужно больше времени и больший процент обогащения, отстаньте. В том числе, нужно убедиться, что у них нет возможности обогащать уран, ведь именно так они почти создали ядерное оружие. Итак, по сути, это два вопроса, по которым, как мне кажется, иранцы действительно добились определенного прогресса. Они пошли нам навстречу, и поэтому мы можем сказать, что у нас есть несколько хороших признаков. Но они не продвинулись достаточно далеко. Поэтому мы решили, знаете что, учитывая, что мы не думаем, что нынешняя команда и нынешние сроки позволят заключить сделку, пусть они возвращаются в Тегеран. Мы возвращаемся в Вашингтон. И вот где мы находимся сейчас. И вот где мы находимся сейчас. Вы возвращаетесь в Тегеран, вы в Вашингтон, в общем, ни о чем не договорились, то шаги навстречу друг другу сделали. В принципе, вот такие переговоры, все супер. Только сейчас на этом фоне строится абсолютно новый каркас. Так а чего хотят от Ирана? Вот, Венс, вот что ты хочешь от Ирана? Спасибо, все-таки американская журналистика, она такая, она специфическая, она там со всеми, ну там, понимаете, я вот называю вот этот формат, да, когда они включают Венсов, ну всех на свете включают, это как бы, чтобы дурь каждого была видна. Ну так вот, прямые, простые вопросы, ну там им не брезгуют. Президент Соединенных Штатов сказал, что был бы очень рад, если бы к Ирану относились как к нормальной стране, если бы у него была нормальная экономика, если бы его народ мог процветать и жить в достатке. Но для того, чтобы Иран стал нормальной страной с экономической точки зрения, он должен стать нормальной страной с точки зрения отказа от разработки ядерного оружия. И он должен стать нормальной страной с точки зрения отказа от терроризма. Так что, я думаю, здесь действительно можно заключить очень выгодную сделку, но, на мой взгляд, следующий шаг должны сделать иранцы. Так вот, мяч на стороне Ирана. Все зависит от Ирана. Но блокирует Ормуз Трамп, Иран, кстати, это очень интересная как бы двухходовка. Ормуз заблокировали Штаты, а Иран сказал, а мы разблокируем. Ну, по крайней мере, к этому все идет, если вот сейчас не сорвется что-то и не начнется война на фоне этого, потому что китайцы четко пригрозили, что, ребята, вы доиграетесь, что кто-то по кому-то бахнет. Но пока, видите, с перемирием все нормально. Рубио принимает ливанского посла и посла израильского, они 2 часа о чем-то говорят. Задача какая? Усмирить, одернуть Израиль, чтобы тот не срывал перемирие, потому что там все очень и очень на тоненькую. Израиль, Биби Нетаньяху, тот, который говорит, мы все равно продолжим бить, мы все равно продолжим. А это же как бы очень важно для Ирана. Там четкий посыл. Перемирие, занимайтесь, американцы, давайте, сделайте что-то с Израилем. Но вот они и пытаются что-то сделать. Увидим в ближайшие пару дней, удастся ли огласить
вот полный список условий для того, чтобы Израиль ни на кого не нападал. Потому что Израиль сейчас выглядит как раз-таки стороной, которая легко это все сорвет. Через ударом по Хизбалле прокси Ирана. А это ведь принципиальный момент, который чуть-чуть не сорвал все. Но видите, у Венса все хорошо. А у Трампа что-то, похоже, не очень. Приходят рейтинги, и вообще ситуация странная. Пикируют они просто. В американском обществе растет озабоченность по поводу этой авантюры в Иране, и подавляющее большинство американцев негативно воспринимают действия Трампа, уверены, что Белому дому так и не удалось не достичь никаких целей операции. Трамп теряет поддержку. Молодежь, 68% американцев в возрасте от 18 до 22, поздние зумеры, так называемые, 72% в возрасте 22-29 лет, очень плохо относятся к политике Белого дома. Вот так вот. Значит, ударил энергокризис по ним, рост инфляции, причем большинство молодых американцев до 30 вообще согласны с мнением правых изоляционистов, что США пора прекращать вести войну в угоду Израилю. Они относятся к еврейскому государству негативно и говорят, что страна апартеида — это Израиль, против которой можно и санкции ввести, в случае чего, а резкое ослабление позиции Трампа внутри Америки является одной из причин нынешней суматохи Белого дома с переговорами. Есть очевидные риски для эсминцев, а потеря даже одного из них стоимостью в $3 миллиарда станет грандиозным ударом Пентагона. По Пентагону. Поэтому членам команды Трампа, вроде Джей Ди Венса, обеспокоенного своими перспективами в 2028 году, приходится устраивать политические игры, пытаться каким-то образом, натянуть сову на глобус и сказать, что все хорошо. Возобновление войны приведет же вообще к неконтролируемому энергокризису, публикуют, скажем так, материалы в американской прессе, и этот кризис, конечно, обличается еще и энергетический кризис, еще и таким, знаете, прищуром предательства Трампа. Предательство. Алекс Джонс высказывается, сторонник Трампа, заядлый. И вот поэтому у вас по 5-6 раз в день. О, мы хотим. Все закончено. Нет, это навсегда. Полное уничтожение. Я никогда не позволю ему набрать силу. Да, мы сдаем пролив. Я выхожу из НАТО. Мы остаемся в НАТО. И когда вы видите людей на ранней стадии деменции, именно так они себя и ведут. Ранняя стадия деменции. Так что, думаю, мы имеем дело с безумием короля Георга Третьего. Безумие короля Георга Третьего. Он сошел с ума, говорит Алекс Джонс. Он сходит с ума. Вчерашний скандал с Папой Римским, который говорит, я как бы за мир, Евангелие, это миротворец, я не буду отвечать Трампу. Наезд фактически на американского Папу Римского. Вот эта вот пикировка вызвала прям бурю эмоций. Guardian публикует вот такую замечательную карикатуру, да, такую, значит, с кем, по-твоему, ты разговариваешь? Я прямо здесь. Как бы нависает с длиннющим галстуком Трамп над молящимся Папой Римским. Действительно, Трамп возомнил себя Богом. И в ответ как бы лучше бы промолчать. Но он говорит, нет, это самый слабый Папа Римский в истории. А как он его хвалил? Это же республиканец, бывший республиканец, американец, Папа Римский. Все, он побил горшки даже с ним. В Корьеро делла Сера сегодня выходит публикация интервью с Трампом. Он разносит Мелани, говорит, Мелани, а там заступилась за папу, говорит, нельзя так с папой. Мелани, ты, я так на тебя надеялся, ты же вроде как своя, правая. Все, то есть и Мелани уже не такая. Трамп ссорится со всеми. Трамп прям очень и очень готов побить горшки прям со всеми абсолютно. Трамп прям... Почему так выглядит, что он как бы ведомый Нетаньяху? Да по одной простой причине. Потому что как бы Израиль, все на него косо смотрят еще со времен Хамаса и вот этой бурной операции. Да? И Трамп, получается, заразился этим. И сейчас достаточно напряженное, практически со всеми у него отношения. Но у него есть Грэм. Грэм, который всегда оправдает, всегда плечо подставит, всегда нужные слова найдет. Іранці, якби мали режим, застосували б ядерну зброю, вони б знищили Ізраїль за лічені хвилини.
До папи ви добра свята людина. Ви не розумієте зла Ірану. Ви помиляєтесь, папа. Папа, ты ошибаешься. Папа, ты добрый, святой человек, но ты не понимаешь, какое зло, какому злу противостоит Дональд Трамп. Помните, да, только что показывал Венса, который говорит о нормальной стране? Вони вбили 45 тисяч своїх людей, які вимагали кращого життя, розстріляли їх як собак, забили 16-річну дівчину до смерті, бо вона неправильно одягла хустку в автобусі. У цих людей на руках американська кров. Вони релігійні нацисти в католицькій церкві. Боже, благослови католицьку церкву. У 30-х роках ви не зрозуміли Гітлера. До папи ви справді не розумієте цей релігійний нацистський режим, аятоллу та його поплічників. Вони злі. Вони вб'ють усіх євреїв, якщо ми їм дозволимо, а єврейському народу одного Голокосту достатньо. Вот так вот это подается. Они, значит, убьют всех израильтян, всех, если мы позволим, а еврейскому народу одного же Холокоста достаточно. И сейчас в эти дни тоже Холокост, Рубио пишет о том, что вот мы там, даты, которые, память, да, увековечивают вот этих погибших, мы тоже вместе. Вот Грэм выходит, Холокост второй мы не можем допустить. Ізраїль боротиметься до останнього чоловіка, щоб цього не сталося, і жінки. Отже, президенте Трамп, ви врятували світ від цього режиму, який мав 8-10 ядерних їх використали. Вот как, вот как. У них уже, понимаете, они договорились до того, что уже было 8-10 боеголовок ядерных. Ты спас мир, Дональд, ты молодец, ты вот этой операцией, да, тебя не понимают, да, папа ошибается, папа, ну это же, помните, как католическая церковь с нацистами, имеется в виду во времена Гитлера, как себя повела, то есть это же папа, а ты, Трамп, ты святой, ты молодец, ты наш. Слушайте, ну с такими... Мне вообще кажется, что Грэм, он как Подоляк, как Ермак, как... Ну, кто там еще вокруг Зеленского, как Литвин. Ну, вот эти профессиональные целователи в пятую точку, которые говорят, ты все правильно делаешь, ты ум... Это теплая ванная Трампу. Ці люди божевільні. І якщо ви цього не розумієте, це як не помітити Гітлера. Дональде Трамп, ви врятували світ від кошмару ядерного Ірану в руках релігійних фанатиків ядерної зброї, яку вони б використали. Папо, ви добра людина, але ви все неправильно зрозуміли. Трамп робить добру справу, а не погану. Ви не переконаєте аятоллу відмовитись від ядерної зброї. Вам Вот так вот. Папа, ты все не так понял. Но тут хоть пытается доходчиво объяснять, а ссора-то обретает вообще вселенский масштаб, потому что вот эта религиозность, это то, на чем играл Трамп в свое время. Ну, мол, мне в ухо стреляли, и меня Бог спас, и поэтому я мессия, я проводник Бога на земле. Но проводник Бога на земле не может же в папу плюнуть, а плюет обязательно. Вообще, конечно, с точки зрения проводника Бога на земле, я немножко давайте отвлечемся, сейчас вернемся к мировой экономике. Тут Зеленский вышел. Это не сегодняшняя история, хотя опубликовали сегодня, и все тиражируют, что это сегодня. Встречался, скорее всего, вчера, уже после Пасхи, скажем так, встречался с Советом церквей Зеленский. Так это точно такой же мессия, посмотрите. Передусім хочу привітати всіх з усіма святами, прекрасними світлими святами. Всех со всеми праздниками. И смотрите, как это, вот слушайте, довольный такой, радостный, радость изображает. Смотрите, как-то вот поплохела игра Зеленского в последнее время. Ну, поплохела. Как-то все натянуто. Не верю, хочется воскликнуть. Не верю. З Великоднем, з Великодніми святами також у нас Пасха була, ми вітали з Песохом, до цього були на Івтарі. І в цілому, я вважаю, що це у нас... Вот это мне нравится еще, знаете, вот это запыханный стиль, запыханный. Ну, это он торопится, наверное, там чемоданы собирать, надо же в Германию ехать. А вот это вот все. Вот и с Песохом, и с Ифтаром, и Рамадан, и какие хочешь праздники, и вообще всех с праздниками, всех со всеми. Дуже правильні позиції, що в нас є така Рада церков, що ми зустрічаємось, що ми підтримуємо всіх вірян. Всех. Поддерживает всех верующих. Сакцентируем на этом. І що ми разом, і це так особливо важливо під час війни. Хочу вам подякувати за те, що наша Рада церков, так само як кожна людина в нашій державі, працює на перемогу, безумовно підтримуючи наших воїнів, цивільних людей, всіх людей України, яким потрібні ваша підтримка і ваші молитви, слова, звернення, всі можливі формати зустрічей, так важливі слова, и так важливі теплі такі свята. Очень важно. Теплые праздники, важные слова, важно. Вот все это важно. Вы вообще очень важно.
Совет церквей в Украине. Вы представляете, что? Совет церквей. Ну, а дышит, конечно, правда, или с тренировки, наверное, пришел. Дышит вот это вот. Я так помню, подростками, когда еще, помните, вот эти телефоны были, а там вообще другой, вот эти, ну, с проводом, с диском, и там перезванивались, там, и это приколы же были такие, да, очень только начали появляться вот эти все, и там вот дышат в трубку, дышат, звонят и дышат. А ты ж там, у тебя нет номера, определителя. Это трубка с диском, проводной телефон. И ты туда слушаешь, а кто? И догадывался, а кто тебе звонит, а кто тебе звонит. Вот это ж дыхание Зеленского. Коли люди так чекають, так готуються, така можливість, ну не у всіх, на жаль, але тим не менш можливість бути родиною. Не всех, конечно, но все равно это возможность быть с семьями. Это у кого, интересно, возможность побыть с семьями? У солдат, которые, у этих бедных женщин, у которых загребли мужиков через бус, и они ждут плюсик в WhatsApp, потому что телефон выдали после учебки, когда в боевую бригаду отправили, и он хоть живой, хоть как-то сообщить. Підтримати один одного, побажати щось дуже добре. Безумовно, всі бажають перемоги, безумовно, всі хочуть миру. То есть победы или мира? То есть вот это вот тоже, понимаете, начинается вот эта игра словоблудия. Все хотят победы, но все желают мира. Ну так надо выбирать, судя по всему. Хочуть, щоб всі були вдома. І безумовно, всі згадують тих, кого, на жаль, немає. Це такі речі, я не вважаю, деякі люди кажуть, що це такі банальні слова, я так не вважаю. Я вважаю, що це правильні, прямі, дуже важливі слова, які так потрібні людям. І я бажаю і вам всього тільки найкращого і безумовно, успіху нашій державі на нашому такому дуже непростому шляху. Стільки років війни, і війни повномасштабної, стільки всього було, є, але нас... Слушайте, ну это, понимаете, в чем дело? Мне вот когда вот эти образы выписывают, ну это же прям, это же какая-то карикатурная история. Столько всего было, столько всего есть. Я вам желаю успеха нашей страны. То есть, понимаете, какая-то... То есть это же абсолютно... Ну, я почему вот с вами сейчас мы отвлеклись на этом? Сейчас мы вернемся к церкви, к отношению к церкви. Но это же какой-то прям, ну, карикатурный персонаж. Я не люблю вот этот жанр. Помните, вот там Борат, диктатор, и там вот это все карикатурно, все очень смешно. Так это так и выглядит. Он речь сказать не может людям, которые пришли. Они за него. Они же вот представляют, они полностью подмяты вот в эту организацию они создали, что вот смотрите, вот все, вот это, демократия, все церкви представлены, все праздники празднуем. Це є речі, які нас дуже сильно об'єднують. Впевнений, абсолютно різних людей в Україні об'єднує Україна. Цінності, наша держава, ну і, безумовно, справедливий мир. Це так дуже важливо. Тому ради нашій зустрічі. Христос воскрес! О, смотрите, Епифаний, вот это вот, в принципе, вот, что он там говорил, да, все у нас религии, все там, да, угу. Епифаний. Вітаю з цим величним святом Великодня, з Пасхою Господньою. Ми вже справді традиційно збираємося в цій залі поспіль декілька років. Завжди питання, які ми тут озвучуємо, вони знаходять своє вирішення. Смотрите, как хорошо, да. Всегда вот собираемся, и все вопросы находят решение. Похвалил. Для церков це ж люди, і постійно виникають якісь питання, і ми потребуємо підтримки, вирішення з боку української держави. Ми завжди знаходимо відгук і підтримку. І якраз існують ці добрі такі партнерські стосунки між церквами, релігійними організаціями і державою. Ми єдині, ми різні, ми разом практично. Едины, разные, вместе. Представляете? Единые, разные и вместе. А? Какой слоган придумали для Совета Церкви? Ну хорошо, сказать, чего ты хочешь. И там, смотрите, там же каждый выступал, все представители всех, ну, все духовные, нельзя сказать духовный лидер, ну, давайте так, по-светски, да, действительно, представители, главы церквей совершенно разных конфессий, все там держали слово. Но всі церкви, релігійні організації в Україні разом протидіють цій гібридній агресії з боку Російської Федерації, з підтримкою Російської церкви, як ми бачимо, що, на жаль, Росія вдало використовує в своїх цілях свою церкву російську і також намагається і в Україні використовувати організації для того, щоб досягати цілей, але спільними зусиллями поступово ми досягаємо успіхів для того, щоб держава також відчувала цю духовну безпеку. Чего он так моргает? Что он так моргает?
Что это вот это? Знаете, как, ну, врет же Епифаний-то. То есть, когда все говорят, вот смотрите, Россия использует свою церковь, а ты нас используй. Нас используй. Мы, вот, смотрите, мы все вместе, мы разные, вот мы такие. Используй нас, мы будем бороться против российской церкви. Так это что? Вот это все, они пришли бороться? Получается, что да, судя из речи Епифания. Ну, ладно, мы вернемся еще по поводу украинских реалий, кто с кем борется. Вернемся к мировым. Смотрите, и деньги же находят. Деньги же находят на это. В то время, когда денег в мире, ну так, сгулькин нос. Кот наплакав. МВФ заявил, что война с Ираном остановила рост мировой экономики и разгоняет инфляцию. Доклад World Economic Outlook «Конфликт на Ближнем Востоке срывает ожидавшееся улучшение глобальных прогнозов». Главный экономист МВФ Пьер Оливье Гуринш заявляет, что война остановила экономический импульс, а закрытие Ормузского пролива и удары по энергетической инфраструктуре создают риск масштабного энергетического кризиса. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,1%, было на 0,3% больше. А прогноз инфляции повысил на 0,6 пунктов. Ну, то есть 0,6, что-то 4,4%. Значит, это все очень маленькие цифры, ни о чем не говорят, но это означает, что все почувствуют вот эту историю. Все. Конфликт уже привел к сбоям поставок, поскольку через Ормузский пролив перестали проходить миллионы баррелей нефти и также критически важные ресурсы, включая удобрения и гелий. И тут новость. С сегодняшнего дня Россия ограничивает гелий на экспорт. Представляете? Гелий. Все, будет дефицит. Этот газ, конечно, не только в шариках, когда дуют шарики и смешно так дышат и как смеются. Это все, что нужно для вот этих высоких технологий. Плат, микросистем и, ну, простите, это же серьезный толчок мировой. Очень серьезный. Но, понимаете, тут как бы толчок толчком, но все видят, что США к этому ведут абсолютно сознательно. Ну, во-первых, героем дня сегодня по комментариям для умных, грамотных людей стал вот этот товарищ. Это глава Минэнерго Крис Райт. Он допускает, что контроль США над Венесуэлой могут прекратить до истечения полномочий администрации Трампа. Значит, это произойдет при нынешней администрации, подозреваю, что так и будет. Отмечает Райт, что прекращение подобного контроля входит в число целей действующей администрации. То есть все, оккупация Венесуэлы сворачивается. А в принципе что? Сегодня Шеврон подписывает с Венесуэлой нормальный такой договор. Все нормально, все продали, все отдали. Все как бы перепугались и спокойно ресурсы отправили, новое месторождение, все подписали. Все хорошо. Поэтому зачем держать Венесуэлу между небом и землей? Ресурсы отданы, занимайтесь там своей внутренней политикой. Главное, что вот здесь, да, не лезьте и не трогайте. То, чего не отдавал Мадуро, такой весь сумасбродный, такой весь, ну, все уже отдала вот это Родригес, и, собственно, все хорошо. Он подкрепляет свои позиции и начинает говорить о том, что цена на нефть повысится вообще неизбежно и только будет расти. Ну, срок к лету сейчас выглядит довольно амбициозным. Понимаете, мы вступаем в конфликт, который длится уже 47 лет с Ираном. Значит, его журналистка спрашивает, ну до лета хоть разрулите? Ну давайте как-то до лета определимся, потому что цены не пойми что. Да, лето это нет, подождите, это слишком темно. 47 лет вообще все длится, вы что думаете? Мне так нравится этот Райт, он напоминает украинских патриотов, которые говорят, так это мы воюем с Москвой 300 лет, 300 лет. Кто там, сегодня депутат Камельчук такой говорит, так и Райт, так это ж 47 лет мы с ними воюем. Страной, которая постоянно представляла угрозу не только для американских солдат и мира на Ближнем Востоке, но и для энергетических поставок. Персидский залив и Ормузский пролив были важны всю мою жизнь. И президент, начиная все это, понимал, если нарушить поток энергии через этот регион, в краткосрочной перспективе это приведет к росту цен на энергоносители. То есть, смотрите, президент все понимает, он там с детства, представьте его маленьким, вот он маленький, бегал там
по детскому саду американскому и все понимал, и Трамп все понимает. Ребята, никто не наивен, все в порядке. Честно говоря, я очень горжусь президентом, который и в первый, и во второй срок делал все возможное, чтобы увеличить предложение и тем самым снизить цены на энергию. И он был готов сказать: я не буду откладывать решение на потом, как это делали предыдущие администрации. Я не позволю Ирану получить ядерное оружие и создать огромный ракетный арсенал, после чего с этим уже ничего нельзя будет сделать. Чтобы нам пришлось просто жить с этой постоянной угрозой для энергетики на Ближнем Востоке, которая только усиливается. Он понимал, что это вызовет краткосрочные потрясения, но считал необходимым остановить угрозу, потому что Иран уже близок к тому, чтобы перейти эту черту. И я этим горжусь. Но это действительно означает рост цен на энергию в краткосрочной перспективе. Это абсолютно так. То есть в какой краткосрочный, какой рост? Ну, до 200, 150 это уже все говорят о том, что будет нефть. Если вот эта вся история после перемирия заварится снова. Ну, больше всех, конечно, в своих познаниях в энергетике поразила сегодня всех Урсула фон дер Ляйен. Да вообще, вот понимаете, вот что ни слово, то жемчужина, выпадающая изо рта. Вопрос в том, как мы можем снизить спрос. Потому что, конечно, самая дешевая энергия — это та энергия, которая не используется. Нам следует сокращать потребление. Нам следует сокращать потребление. То есть, подождите, ну вот же у вас есть возможность трубы подключить. Нет, мы будем сокращать потребление. Там вот дружбу надо запускать, да, вот это все. Нет, давайте там не дружбу через Хорватию, и то вообще как бы это вонючий этот российский газ, российская нефть. Зачем мы будем сокращать потребление? Отличный ход. Так а что будет с экономикой на фоне сокращенного потребления в Европе? Она говорит, что лучшая и самая лучшая энергия — это та, которая самая дешевая, которую ты не использовал. Помните вот это «прикруты»? У Порошенко была история. Прикруты. Вот сейчас Европа в режиме прикруты. Но на фоне, вот, казалось бы, этого всего коллапса, когда многие сейчас эксперты говорят о том, что это же приведет к голоду. Понятно, не такому прям, что физически не будет продуктов, они-то будут, но по какой цене? Они будут настолько дорогими, что придется сокращать потребление не только энергоресурсов, а еще и элементарной еды, потому что стоить она будет космических денег. Ее производство, ее переработка. Но, смотрите, на этом фоне все, например, в Нью-Йорке хорошо. В Нью-Йорке хорошо. У мусульманина Мамдани, которого так хулил Трамп, потом пришел, облобызал, он пришел в овальный кабинет, тут его облобызал, он запускает 5 бесплатных гипермаркетов в Нью-Йорке. То есть ты приходишь и берешь все бесплатно. Вот же коммунист. Во время нашей кампании мы пообещали жителям Нью-Йорка создать сеть из 5 городских продуктовых магазинов, по одному в каждом районе. Сегодня мы выполняем это обещание. Смотрите, как все радуются бесплатным магазинам и бесплатным харчам. Нью-Йорк! Большое яблоко! Я с гордостью объявляю, что откроем каждый из этих магазинов к концу нашего первого срока. И первый из них откроется уже в следующем. То есть все, понимаете, все, открывают. Первые открывают, все, дальше еще будет 5. Класс. Социализм, коммунизм, который так строили при СССР. Открываешь кран, а из него течет молоко или там газировка. Вы представляете? Заходишь в гипермаркет, все бесплатно. Тебе, жителю Нью-Йорка. От кого? От Мамдани, мусульманина-левака, который победил на выборах, которые Трамп опять проиграл. Представляете? И это все на фоне таких жестоких качелей экономических. Украинские средства массовой информации не отстают. Украинский телеканал достает, знаете, какого специалиста? Курта Волкера, помните еще такого, спецпредставителя Соединенных Штатов Америки? Но их интересует не ситуация с проливом, с ценами, с наличием, с энергоресурсами, с этими танкерами, которые, вдруг эти танкеры супер большие загрузятся и помогут, спасут, так сказать, от дефицита энергоресурсов Европу, чтобы сильно не прикручивала Урсула. Нет, интересует один вопрос. Так а что там с санкциями с Россией?
Якщо конфлікт навколо Ірану завершиться найближчим часом, чи можуть США повернутися до більш жорстких санкцій проти російської нафти та логістики? Це офіційна позиція міністра фінансів Скотта Бесента, але я не впевнений, що так і буде. По-перше, ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться високими. Вони не повернуться до рівня, який був до початку війни проти Ірану. Тому тиск на президента Трампа з метою зниження цін збережеться. І через це він не захоче вводити нові санкції проти Росії. Більше того, він і так не дуже прагне їх вводити, а це стане додатковою причиною утриматися. І як я вже сказав, ціни на нафту швидше за все залишатимуться високими певний час. Більше відео дивіться на YouTube. Ну, то есть, получается, что цены будут высокие, санкции будут снимать. Сегодня Политико опубликовала материал, что, в общем, как-то так вот не продляют свою отсрочку от санкций. Короче, санкции вроде как вернул Трамп на российскую нефть, потому что никаких объявлений не было. Вот была отсрочка по санкциям, она закончилась, соответственно, санкции должны вернуться. Но Курт Волкер, такой прожженный демократ, он же как оппонент Трампа, говорит, ну, официальная позиция, конечно, да, но неофициально все будут смотреть на эти цены, и Трампу придется возобновлять режим без санкций для Российской Федерации. Вообще, конечно, Украина, для которой санкции самое важное, ну, простите, выглядит изначально достаточно проигрышным вариантом. Тем более, что пришла зрада, откуда не ждали. Израиль принимает, внимание, российское судно с десятками тысяч тонн ворованного зерна из временно оккупированных территорий. Пятый канал сообщает, что журналистка об этом сообщает, проекта Sea Crime Центра Миротворец Катерина Ереська. Значит, Ереська пишет, что российский сухогруз под флагом прям России в Хайфу вошел. Представляете? В Хайфе под флагом России. А у него пшеницы на 44 тысячи тонн. И 3 недели подождали на это разрешение, и по данным журналистки, все-таки остановили его, загрузили на якорной стоянке порта Кавказ, доставили из оккупированных территорий. Все, Израиль не против. А раньше этот груз фиксировали, да, в Керчи. Украли зерно, отправили. Куда? В Израиль. Представляете? Санкции потеряли любой смысл. Кто сейчас вспомнит о тарифах Трампа? Он было вначале заикнулся, я 50% введу тарифы на ту страну, которая поставляет оружие для Ирана, ну и потом это все как бы потерялось где-то в недрах соцсети Дональда Федоровича. На самом деле эти санкции уже не работают, а если работают, то в обратку и работают уже совершенно иначе. Плюс сегодня все переполошились, потому что дали разрешение Путину использовать для защиты россиян за пределами России войска. И все сразу это увязали с конвоем транспортных, торговых судов, нефтепродуктов и других продуктов. Примечательно, что сегодня также отметили, что в Черноморско-Одесской области шло судно. Либерии, по-моему, флаг. Так вот, его атаковали. Серьезных повреждений не было, но прилет дрона был. То есть мы уже видим этап, когда по украинским судам начинают бить. Не шибко мощно, но так, для того, чтобы опасались, страховочки подняли, рентабельность выросла. Вообще на все растут цены и улетают в космос. Но Украина стоит на своем и бьет и получает. Бьет и получает. Сегодня показали вот эти кадры. Это Донецк, Донецкий аэропорт. Удар скальпом. Ну, французским скальпом по складу. Вроде как в районе Донецкого аэропорта был таким образом поражен склад с беспилотниками. Но получает и Украина тоже. Сегодня опять нетипичная тревога средь бела дня, ближе к вечеру, после обеда. Полетели куча дронов по Украине и последствия, вот, например, в Измаиле, Одесской области. То есть, это удар в Рени. Ну, пожар после удара в Рени. Горит, причем так сильно, это ближе к вечеру, к сегодняшнему эфиру, это уже последняя тревога. На протяжении дня были, собственно, тревоги.
И поражение достаточно серьезное. В Днепре 4 сначала сообщили, потом сказали, что 5 погибших. После прилета был по объекту инфраструктуры, пожар погасили, много раненых, и завтра в Днепре объявляют траур. Причем это жертвы и это ущерб, о котором никто не говорит, о котором все предпочитают молчать. Вот удар тоже сегодняшний очень знаковый по печенегам. Это печенежское, ну, в общем, возле Печенега водохранилище, которое в Чугуевском районе обеспечивает Харьковскую область водой. 6 бомб, сообщает губернатор, ставленник Зеленського Синігубов. Ворог продовжує обстріл наших населених пунктів цивільної інфраструктури. Стільки півгодини тому 6 керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області і наш критично важливий і для міста Харкова, і для всієї нашої території об'єкт. Далі ворог застосував комбіновану майже одночасно з цим атаку по місту Харкову, і молнії, і шахеди. І наразі працюють ще наші сили оборони, протиповітряної там оборони. Значить, щодо руйнування наслідків Ну, в общем, удары по домам, прилетают обломки и так далее. И никто не может посчитать, что произошло. То есть, и помните, нам говорили, цифра общая, там сколько-то там миллиардов, 700 миллиардов. Шмыгаль еще был премьером, ходил там по Швейцарии и говорил, давайте скинемся, давайте инфраструктурно, давайте восстановим. Нам не сообщают о последствиях. Удар по воде — это то, что анонсировал Зеленский, и то, что может быть коньком кампании следующий. Плюс к отключениям, которые возвращаются обязательно. Плюс к проблемам с электростанциями, инфраструктурой электрической, добавится еще и водная проблема. И жизнь может стать как раз-таки, когда придет жара летняя, вообще невыносимой. И все об этом предупреждали, но Зеленский говорит, у нас там ряд регионов не готов к зиме. Тут бы лето пережить. Плюс еще, откуда не ждали, прилетел, ну, какой-то прям страшный черный лебедь. Значит, ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни заявляет, что риск обрушения саркофага над 4-м реактором Чернобыльской АЭС после удара российского дрона в феврале 2025 года. Вот эта конструкция, которую там строили, она потеряла герметичность. И система сдерживания радиации уже не работает полноценно. В случае обрушения радиоактивная пыль может сначала подняться внутри, а затем частично выйти наружу. Речь идет не о масштабном распространении, конечно, на большие расстояния, а о локальном загрязнении. Но, тем не менее, это затруднит любые работы на станции. Под угрозой десятки лет работы по ликвидации последствий аварии, говорит эксперт. Но он по-своему, по-экспертному оценивает все происходящее. То есть тут у нас Чернобыль просыпается, как вулкан. После удара дрона в 25 году, а чей это был дрон? А как его запустили? А что там, конференция какая-то была, да? Мюнхенская, что ли, в феврале 25 года? Что так вот нужно было, да, для картинки создать, что, смотрите, какой-то неопознанный дрон, не били, а тут один единственный залетел по Чернобыльской. То ли что с ним произошло? А сейчас это аукнется. Это только вот этот пример последствия от одного залетного и то странного дрона, который попал в один из объектов. А сколько таких объектов пострадало? Сколько? Очень много. Плюс на фронте непонятная ситуация. Сейчас назревает Deep State, передает о том, что за последнее время захвачено около 150 квадратных километров Сумской области. Значит, российская армия продолжает создавать таким образом буферную зону возле госграницы. Началом продвижения стала в некоторой степени деревня Гробовская. Сегодня давление продолжается в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника в последнем обновлении на их карте. На сегодняшний день новообразованная площадь контроля, инфильтрации 150 квадратных километров. Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий, пытаются противодействовать. Но самый главный вопрос, кто должен был заметить раньше и предотвратить это, как бы возмущаются в этом Осинтовском, ну это
как бы проукраинский, но тем не менее более-менее объективный паблик. То есть от ударов дронами защиты нет. По земле тоже нет. Ну так мы же только вот буквально недельку-другую назад продавали уникальные технологии, говорили о том, что все здорово. Мы продолжаем это говорить. Продолжаем и будем продолжать это говорить. Тем более, что сегодня повод-то какой хороший. Замечательный. В Германию Зеленский отправился и подписал договор о сотрудничестве с немцами. Вот смотрите, как Мерц стоит, Писториус, вот Федоров. Все, Федоров подписывает, радуется, смотрите, 5000 дронов, ПАК-3, 4 миллиарда всего выделяют, а Аристи там 36 пусковых установок. Смотрите, как хорошо, замечательно съездил Зеленский. Дроны будут производиться, и там это все так подается, что это типа как бы для Европы, но это же наши Короче, дроны будут теперь и делаться все на территории Европейского Союза, все это прекрасно понимают. Поэтому вот эти удары, тут будут только трагические удары, тяжелые по инфраструктуре, разрушенные дамбы, какие-то там электростанции, критические узлы, и это будет вой на весь мир. Смотрите, бьют вот по гражданским целям, ну уж никак не военным. Плюс Германия реально вписывается в абсолютно, казалось бы, бесперспективную історію. Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у ППО. Це стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів. І перед початком нашої розмови ви внизу бачили екземпляри, приклади. Це є спільне німецько-українське виробництво, це дрони, які всі випустили протягом і розробили протягом останніх років. То есть общее украинско-немецкое производство. Понимаете? Украинско-немецкое. Зеленский наконец-то нашел, кому впарить свой дрон-дил, от которой Америка открестилась, как черт от ладана. Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонню дрон-діл, різних типів дронів, ракет, софту та сучасної оборони. Наші команди починають конкретну роботу. Наш досвід може бути інтегрований в європейську систему безпеки. Наша співпраця зараз з країнами Близького Сходу та Затоки в умовах постійних атак проти них доводить, що наш досвід і наші пропозиції, наші дрон-ділс найбільш дієві. Є у нас домовленість про новий внесок Німеччини у наше виробництво дронів. То есть и немцы, и мы. И вот смотрите, это же не просто мы пришли и попросили денег и возможностей. Мы сами что-то предлагаем. Мы не жертва, мы боец, говорил на День независимости Зеленский прошлый. А сейчас он говорит, мы партнеры, мы не халявщики, мы партнеры. И тут немцы вкладывают сюда, а мы вот туда. Днепр кто защитит? Кривой Рог сегодня был мощнейший удар. Что происходит? Измаил, Одесская область, Рени. Где ваши уникальные технологии? В чем проблема? Что вы продаете? Кому вы продаете и зачем вы продаете? Вообще вокруг этой ситуации говорят, что вполне вероятно, что, в общем-то, назревает прямое столкновение Европы и России. И вот, собственно, поэтому его там и жалуют, этого Зеленского, который не может защитить, но со всеми соглашения заключает. Деталей соглашения пока нет, потому что очень интересную параллель я обнаружил. То есть сделка 4 миллиарда всего. И тут сегодня какая-то странная новость о том, что Америка заказывает на 4 миллиарда у Lockheed Martin ПАК-3 для Патриота. Так это и сумма одинаковая, и позиция в номенклатуре одинаковая, ПАК-3. А не одно ли это и то же? Что вообще происходит, простите? То есть такое ощущение, что и Мерц всем, конкретно Мерц всем, так сказать, в общем, в глаза пускает пыль. Ну и Зеленский, это его традиционное состояние. Дрон-дил. Германия таки купилась, а после Германии это сам Бог велел. Все вот эти страны, весь Европейский Союз должен присоединиться. Вообще, конечно, интересная протокольная фотография. Опять-таки, есть разные, скажем так,
а, разные совершенно люди, они все вот по-разному выглядят, но Зеленский в центре и самый низкорослый, причем, что интересно на этой фотографии, он в своих неизменных, которых уже облетели весь интернет, ну, таких зелеходиках. Кажется, что нам просто врут, просто обманывают, просто отмывают деньги, потому что дальше будет хуже. Но на что он еще променял это все? На что вот эти сделки, сотрудничество, дроны? На людей. Потому что, Мерц, возьми и скажи, что украинские мужчины призывного возраста, они должны помогать своей стране, и мы будем говорить о том, что как бы отправлять их в Украину, да, они должны Украине помогать. Чего они у нас здесь? Туда их отправим. Зеленский поддержал эту идею, что да, но он сделал хитрее, он сказал, те, кто незаконно уехали, переплывали Тису, перебегали через границу, а в Германии осели, потому что там более-менее платят, и можно как-то социализироваться, устроиться, повиснуть на шее немецкого налогоплательщика. Вот их надо как раз и назад. Вот этих назад. Это часть сделки, получается. Это часть, собственно, ну, давай, мол, Мерц, мы освободим тебя. Ты же сказал, социальное государство заканчивается. Так вот, немцам плохо, а тут украинцы нахлебники. Давай мы нахлебников заберем, а те, кто не нахлебник, да, ну, там уже ладно. Поэтому незаконно убежавшие, оказавшиеся там, ну, в общем-то, пополнят ряды вооруженных сил Украины. Это у них план. И они на этом и договорились. Вот так они договариваются. Что ты будешь сливать бюджет? Не сливай. Вот у нас есть мобилизация с 25. Да, до 25 мы повыпускали. Ну вот стукнет 25. Давай их назад. Они же не успеют еще обрасти какими-то, ну скажем, бизнесами или быть полезными, работать на твою экономику. Вот их всех давай сюда. В 2027 году будет принято решение по всей Европе о том, что делать с украинцами. Кто-то говорит о том, что будут давать там постоянное ВНЖ, кто-то говорит, что гражданство будут давать. Время большое прошло, безусловно. Но, судя по всему, под это решение, это с такой зарубкой на следующий год, у них все уже, в принципе, на мази. Вот так они будут поступать. Вот так с украинцами, которые якобы нелегально сбежали. Перебежал, через забор концлагеря перепрыгнул, возвращайся взад. Эту, конечно, историю сейчас критикуют депутаты, но, видимо, еще не дали эту команду о том, что это надо хвалить. Вот депутат Кицак говорит, слушайте, это что-то не приведет, разбегутся по другим странам. Історії, що ми будемо якимось чином примусово повертати чоловіків. Ну, як тільки з'явиться один кейс, ми ж зрозуміємо, що та кількість чоловіків просто переїде з Німеччини в іншу країну, відбудеться своєрідна міграція. І чи буде це мати якийсь величезний ефект для того, що ми там десятки тисяч чоловіків, які незаконно покинули Україну різними способами, повернуться в Україну і долучаться до лав Збройних сил України, наскільки це буде ефективний механізм? Тут велике питання. Треба подивитися перші випадки, як це буде спрацювати, як це вплине, яка буде мотивація людей і як буде виглядати цей військовослужбовець, який в такому форматі буде повернутий з Німеччини до України і буде доєднаний до лав Збройних сил України. Тут така складно прогнозована історія. Ну, это пока сложно. Пока сложно. А дальше, может быть, будет и попроще. А чего нет? Все хорошо. Тем более, что мы же движемся в Европу. Мы же хотим в Европу. Правда, пресса как-то о Европе пишет очень и очень плохо. Вот Политико выпустила материал. Франция, Германия, Нидерланды, Италия против ускоренного вступления Украины в ЕС. Пишет издание, что в этих странах хотят, чтобы Украина сначала провела полный цикл реформ, а потом ужасовалась. Конечно, мы не хотим ослаблять Зеленского, но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания обсуждать этот вопрос, заявил какой-то высокий дипломат изданию Политико. Сам Мерц сказал, что нет, мы, конечно, да, мы за,
Ну, вот попозже. Да, но потом. Да, так мы, конечно, с вами. С вами всех лишних спихнем, но деньжат вам подкинем, вы воюете, у вас хорошо получается. А денег ждете? Ну, выделим. С Орбаном же все нормально. Евроактив пишет, поражение Орбана на венгерских выборах не разблокирует прямо сейчас кредит для Украины. Процесс может занять несколько недель, и новый будущий премьер Мадьяр пока не подтвердил, что снимет вето с Будапешта, хотя и допустил такую возможность. Дальше, при снятии вето, деньги не поступят быстро. В Европе говорят, что нужно сформировать новое правительство Венгрии, а также согласовать ключевые моменты, план финансирования, меморандум с Киевом, кредитное соглашение. Короче, долгая песня. Дополнительным риском остается позиция Словакии. Фица как-то тоже не выходит, тихонечко держится, не выходит в игру и может перехватить эстафету. Значит, и заблокировать решение, если не восстановятся поставки нефти по дружбе. В то же время в Брюсселе сохраняют осторожный оптимизм, говорят, что Мадьяр в итоге все равно разблокируют, поэтому его уговорят, и все будет хорошо. Ну, даже, я бы сказал, еще и прекрасно. Ну, а чего нет? То есть дружбу запустять. Зеленський у Мерца так і сказав. Що стосується нафтопроводу, як ми обіцяли, до кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але це питання про інше. Чи спроможний він буде функціонувати? Так. То есть, смотрите, вопрос же о другом. Сможет он до конца апреля? Сможет. Резервуары? Ну, вам хватит. Ну, вам хватит. Нам не нужна эта нефть, вам хватит. Но они ломают венгров о том, что давайте с Хорватией. Нет, Украина, все, перерубим это все. Но ремонтировать приходится на фоне вот этого достаточно тяжелого кризиса. Достаточно тяжелого. Ну и, конечно, Зеленский всех поражает своими законами, которые он сегодня подписывает. Тоже такие очень проевропейские, тоже в духе, тоже в тренде. Значит, в Украине уголовная ответственность за проявление антисемитизма. Ну, после того, как в Венгрии Сорос победил, Мадьяр, в переводе венгр. Ну, кто такие фамилии берет? Да? Это как украинец, ну, там, латыш. Ну, кто? Истинно коренные украинцы и латыши. Нет же такого слова, которое не подошло бы на фамилию. Так вот, установили уголовную ответственность за проявление антисемитизма. До 8 лет тюрьмы, штрафы. В 22 году они его приняли. А и вот он лежал 4 года и долежался. Все нормально. И это в то время, когда в мире, ну, как раз-таки антисемитизм в Америке, в мире проявляется очень ярко. В Испании сжигают чучело Нетаньяху, Израиль вызывает испанского посла, Израиль угрожает Испании, Испания отвечает. Вот, пожалуйста, Италия, да, итальянский журнал публикует вот такую, скажем так, обложку. Это «Эль Эспрессо». Значит, фотография вооруженного израильского поселенца, который снимает на видео тревожную палестинскую женщину на западном берегу реки Иордан. Заголовок понятен. Эль приставка. Ну, абьюз. Да, все четко видно. Более того, в соседней Польше уже какая-то заварушка. To nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Dziękuję. Pan poseł... Значит, это Конрад Беркович. Прям в Сейме он назвал Израиль новым Третьим рейхом. Ему кто-то аплодировал, вы слышали, кто-то кричали: безумец, садись, не позорься. Но, в общем, эта волна набирает обороты. Набирает обороты. И это просто так не останется. Скажем так, это последствия этому всему происходящему будут. Но Украина же стремится в Европу, но в какую? Вот в такую? В контрах с Израилем, с законом об антисемитизме. Тоже странно. Украину
отшвыривают от Европы как опасную. Вот сегодня бровары, теракт у забора, заложили взрывное устройство. Там как-то по телефону оно, в общем-то, привелось в исполнение. Прохожий 36-летний мужчина гулял с собакой, он пострадал, но вроде выжил. Вот последствия этого взрыва. Ну, прям настоящий, скажем так, теракт. Кого-то выслеживали. Отчитались, что задержали молодых людей. 23-летний броварчанин и 17-летний житель Черновицкой области. Они по указке спецслужб России заклали взрывчатку, другой устанавливал мобильный телефон. Подростка на вокзале в Винницкой области задержали уже сразу. Он пытался уехать за границу, но ему не воспрещается. Поэтому на кого целились и в кого, собственно, метили, об этом не говорят. Но, тем не менее, в общем, такая, наверное, Украина нужна в Европейском Союзе, где терроризм становится новым методом. И когда нам очень много сейчас в последнее время, я заметил последние несколько дней, когда что-то там произошло, говорят, вот это спецслужбы России, вот они. Так сами между собой так разбираются. Сами и между собой. Берут молодежь, потому что она сможет, если что, уехать. Опять-таки, чей это дом был, нам не сообщили. Но то, что, конечно, Россия и спецслужбы, понятно, что можно списать все, что угодно, и любые разборки внутри. И это становится очень типичной историей. Очень типичной для каких-то разборок. Примечательно, что на этом фоне как бы пытаются показать, что война с Россией вообще нипочем. Выходит к Янине Соколовой, есть такой Сиротюк, известный безумец-комментатор в Пикселе, и говорит, слушайте, ну ладно вам, ну будет их там 50 к 1, 60 к 1, 100 к 1, да какая разница, у нас же дрони, ми ж всіх переб'ємо. Навіть якщо перевага росіян на нашій ділянці фронту буде не 6 до 1, а 60 до 1, яка різниця нашим, левова частка вражень це дрони. Це десь там 60-80, каже, 90% в березні вражено БПЛА дронами. Та це тільки насолода буде нашому дронщику щовкати цих вампірів. Тільки подавай дрони, тільки заряджай. Тобто це не люди зараз, кількість тут це війна зовсім іншого типу. Якість буде грати роль. То есть количество это вообще не важно, качество будет играть роль. Это война совершенно другого типа, вообще другая война. Что вы пристали? Да более того, у солдат в войне украинских IQ средний повысился. Новость просто ошеломляющая. Дивіться, з мобілізацією рівень IQ в Збройних силах значно повищився, тому що прийшли інженери, айтішники, і це посилило нас в науковому плані, і вони вже будучи в військах і бачачи проблематику, і що можна покращити. Представляете? Так вот это вот то, что вы видите, это же чтобы IQ средний, вообще IQ вооруженных сил Украины повышается. Потому что хватают там всяких программистов, всяких там образованных людей. А они попадают и улучшают армию. Представляете? Вот прям из хаты. Ну, вряд ли, конечно, высокоинтеллигентного мужика, ну, он, смотрите, в ковеле потащили. Сволочі! На вас нема теж управи, вам у вас стріляють! Хвати! Хвати! Ебать, сука. Да, нормально. Это чтобы улучшить IQ. Это вот прям пришли к тебе домой, и вот это вот все дружно на руках заносят в вооруженные силы Украины. На руках. Ну, а те, кто там против женщины, например, да, ну, тех, конечно, с теми, конечно, борются, жестко заливая перцем в глаза. Однако, женщины все-таки тоже хотят, чтобы у них дома был высокий уровень IQ. И, ну, или IQ подъезда, или IQ двора, IQ улицы. Поэтому
иногда получается, в общем-то, отстоять свое право на плюс-минус образованных и мужиков. То есть, смотрите, парнишку атакуют несколько человек. Выбежали соседки, женщины в халатах, вот это все. Говорят, никуда не бежи, давайте разбираться, что происходит. То есть, смотрите, интеллигентный мужчина в пальтишке, да, вот это все. Нельзя его бить, что вы делаете? Ну, он же, наверное, какой-то уважаемый человек, он просто хороший парень, какая разница? Но надо же повышать уровень IQ. Уходите! Ты, сука, тварь! Чтоб ты сдох, падла! Андрей, у меня в лицо брызнул! Андрей, у меня в лицо брызнул! Че ты стоишь, блин? Еще и в людей гражданских пшикают, хуй какой-то! Вы шо? То есть в лицо брызнул. Андрей, что ты стоишь? В лицо женщине брызнул. Вот с другого ракурса. Киев! Отбили! Ай, сука! Быстро! Командует быстро, давай быстро, нажимай код от подъезда. Бегом заходи в подъезд, заходи! Пидасы еще и в людей гражданских пшикают хуйней какой-то! Долбай конченые! Суки! Твари! Чтоб вы все поздыхали, суки! Чтоб вы все поздыхали. Вот это звучит повсеместно. То есть повсеместно и проклятие им, ну, то есть, ну, они тоже как бы себя ведут. Запустили в подъезд, заходи быстро, все, а то они как-то так вот бочком-бочком. Ну, то есть, это же просто какой-то беспредел. Просто какой-то беспредел. Это Киев. Киев, который оставили на закуску, куда все ехали, плюс-минус работу можно было найти, плюс-минус столица все-таки, как-никак. Все, уже Киев распаковывают. А вот в этом же Киеве военный встречает в отпуске, встречает ТЦК. И их автомобиль, они там не в бусе, а в автомобиле, блокируют своим автомобилем. Вы просто черти. Вы черти просто. И что? Да, я вас подпер, да, и что дальше? Потому что вы гусина, Вася, вы отсюда не выйдете, на. Пока вам ебаки не понабивают вместе с мусором, блядь. Потому что вы черти, сука, на, галимая. У тебя сын есть, Вася? Есть. Так район пойдет воевать, на. Вот. И начинается вот это. У тебя сын есть, пускай он пойдет воевать. Вы черти. Вот это вот военный в отпуске общается с... Они ему ничего не говорят, заметьте. Ничего не говорят. Ну, то есть они сразу начинают быть как бы защищены буквой закона. То есть женщину или там мужичка одного толпой схватить, поломать его, женщин забрызгать газом, пнуть, оттолкнуть, это да. Но когда плюс-минус попадается нарванный военный, нарванный не потому, что у него характер такой, а потому, что его все достало, и потому, что он как бы с передовой, он с фронта вернулся. Тут уже совсем какой-то другой разговор, слушайте. А Киев же тот же самый. Что ты машешь гривой, блядь? Тупо пи***, сука. Ты галимый мусор, и ты чепуха ебаная, сука. Пойди хотя бы на 3... Смотрите, как в церкви на исповеди. Глазки опустили, вот это вот все слушают. Смотрите, гривой машут, в смысле кивают. Да, зайди на позицию на 0. Да ты обосрешься, сука, 10 раз. Ты тоже, блядь, и ты тоже. А мусор вообще охуенный. Понятно? Посмотрите, пожалуйста. Ой, а что такое? А личико мы приоткрыли от камеры, в отличие от коллег, и показывает нам прибор. Дискомбамбулятор, наверное. Что? И что? Что, вот, Вася, я тебя сейчас набью, понимаешь? Что? Да выйди, и что? Записывай, и что? Ну, побачишь, что? Ну что, побачишь, что? И более того, они его запишут, и они этому отомстят, а ВСПшникам стуканут, ГБРовцам, ну, это же нарушение. Но он же как военнослужащий в отпуске, он же нарушает.
То есть действующий военный приехал в отпуск, столкнулся с этими товарищами, заблокировал их машину, отчитал их, вымандил, извините за бедность речи. И, в общем-то, да, они что? И потом они заяву придут, напишут. Обязательно. Обязательно напишут. На вот этого человека. Ну, а в целом-то все хорошо же. Да, отлично. Вот сегодня аудит проводят у ТЦКшников, все у них в порядке. Каждый 10-й глава областного ТЦК в Украине во время войны подозревался или был признан виновным в незаконном обогащении. Большинство глав ТЦК, 29 человек, это 47% от общего числа, за время войны приобрели активы в рамках зарплаты, а 27 не купили ни одного имущества. Конечно, не купили. Нормальная статистика, 10% только, а все остальные ж нормальные. Смотрите, нормальные, нормально общаются. Конечно. То есть получается какая-то абсолютная дичь. Абсолютная с точки зрения того, что происходит в обществе. Но нам показывают всяких педанов, которые льют крокодильные слезы и говорят: ой, я не пошел воевать, потому что я тут нужнее. Не пішов воювати, і оце от мій біль. Я як чоловік постійно думав, де я більше. Значит, я не пошел воевать, и это моя боль. Боль моя боль, понимаете? Децела, по-моему, такая была песня. Боль моя. Это вот моя боль. Я мужчина, я не пошел воевать. Где я больше нужен? У меня вот висит вопрос, 5-й год войны. Где я больше нужен? Чи потрібне тут чи там. Як чоловікові мені хотілося туди, та здоров'я є, бігати вмію, стріляти вмію. Але і навіть не знаю, навіть чи діти з дружиною, знаєш. І найголовніше, я питався постійно військових. Вони кажуть: слухай, ти коли до нас приїжджаєш, з нами спілкуєшся і, пафосно кажучи, підіймаєш бойовий дух, це набагато важливіше, ніж те, щоб ти зараз з нами тут рив окопи. Вот, ты поднимаешь дух, а это важнее, чем ты рыл окопы. Это же важнее. Вообще дух — это самое важное. Дух надо поднимать, духом надо заниматься. Вы понимаете? Духовитые вот эти с высоким уровнем IQ в армии, то есть они же нужны. Как их туда привлечь? Вот этим же Федоров должен заняться был. Но как-то вот ни шатка, ни валка, заметили? Педан говорит: ну я бы повысил IQ ВСУ, ну надо дух поднимать. Дух важнее, чем IQ, правда? Ну вот 100%. Депутаты озадачились, давай же там их выпытывать. Как, а что? А там же Федоров, готовится же какой-то пакет большой реформы ТЦК. Одни хулят вот это то, что ТЦК будет уже, там, офис призыва, это типа не сработает. Другие говорят о том, что дадут полностью амнистию всем СЗЧшникам, всем уклонистам, но их соберут другим макаром. Ну, в общем-то, и все равно загонят в армию. А третьи говорят, что это все для отвода глаз, эти все дискуссии. На самом деле все будет продолжаться так, как и продолжается сейчас. И у них еще более свободный карт-бланш для действий. Ну, а депутаты рассказывают, что правильно, то, что вот домохозяйки смотрят, плюс-минус пенсионеры, которые там думают, что есть еще политики, есть решения какие-то, Рада какое-то решение принимает. Мені здається, якраз буде зараз в цьому пакеті, представлений міністром оборони, мотиваційний пакет для тих, хто добровільно без ТЦК, без оцих всіх заламувань і виламувань, готовий підписати контракт і піти на службу. То есть добровольный пакет для тех, кто без ТЦК, без заламываний, без вот этих всех вот это, сам вот готов пойти сам. Что-то какой-то. Что ж там за пакет такой? В чому заключається? Там буде мотиваційний пакет, як тоді він нас інформував. Ну, наприклад, ми пропонували, що для таких людей, які добровільно за повісткою з'явилися, одноразова виплата 500 тисяч. О, смотрите, Нина Южанина, она как бы про цифры. Она от Порошенко, но она вот занимается бюджетом, вот это депутат комитет, говорит, вот, в общем, мотивационный пакет. Ты приходишь, и тебе говорят: вот ты сам пришел. То есть надо вот этих ТЦКшников тебе обойти, избежать ТЦКшников, убежать от ТЦКшников, чтобы самому дойти в ТЦК. И тогда тебе 500 тысяч предлагают. При тому виплата йде після там 100 тисяч, наприклад, на початку,
Потім друга частина після того, як відучилися 2 там місяці чи скільки зараз? Приблизно 2. И все такие, без ВВП, без ВВП, без ВВП. Ну, они же все знают, им подсказывают ей. Без ВВП. Ну, типа базовая военная, короче, подготовка, учебка. То есть, смотрите, 500 тысяч, 100 тысяч час, 100 после учебки. Місяці ще якась частинка, і залишок суми, якщо вже він перебуває в військах, там певний теж кількість часу. З тим, щоб не було можливості самовільного залишення частини, а все ж таки була мотивація, що ти добровільно прийшов, ми тобі дуже вдячні, і ось тобі є пакет, який буде розділений для того, щоб виконати це все. Вот тебе пакет, и все, и будет хорошо. Вот смотрите, как хорошо. Ну, отлично же. Мотивация денежная. Ну, только не так, как там миллионы, там какие-то контракты. Вот это, сейчас 100 тысяч, потом выжил в учебке. Нормально все, хорошо. А то, что в учебке там помирают. Сегодня видел видео, не могу показать в шуме, конечно, там, как их обучают. Прям командос, прям ты что? В учебке, как они ползут на брюхе, задыхаются, помирают, да, и там над ними потешаются командиры, но это же они стального солдата украинского. Вот после учебки еще получишь 100 тысяч. Надо самому прийти. Я думаю, что ТЦКшников будет еще больше. Они просто будут экономить деньги для бюджета, будут бегать, ловить. Они просто будут на подъезде, на подходе, на соседней улице возле ТЦК стоять, чтобы крутить, вязать. И он говорит, я сам хотел. Нет, мы тебя поймали. Нам премию, а не тебе 500 тысяч. А мотивація, от нардеп Камільчук теж розсуждає. Проблема це якраз для командирів, вони її самі озвучують, це в мотивованості. От, власне, притягнутих за шкірку, принижених чи побитих ТЦКшниками військовозобов'язаних, мотивувати гарно служити війську дуже складно. Так, серед них є люди, які приймають стан речей, вмикають дисципліну, внутрішній дух і потім дуже добре працюють, але це невелика кількість. Є великий потенціал серед тих, хто з СЗЧ вертається чи ще буде вертатися, є великий потенціал в тилу, тому що вони вже мають великий досвід. Ну, понятно, що ті, хто в тилу, у них опыт, те, кто в СЗЧ, у них есть они какие-то, но они как-то не особо торопятся на передовой. Чего? Чего? Странные какие-то. Почему в тылу лучше, чем на передовой? Разве? Да ладно, у нас же лучшая армия в мире. В Европе лучшая армия. Вот этот человек, который про IQ, которая повышается в вооруженных силах Украины, это Павел Розлач. У него псевдоним Медведь, он полковник, герой Украины. Тут вообще говорит, что вообще у нас самая лучшая в мире армия. Почему? Потому что только у нас, внутри Украины, можно всех подготовить. Ну, так ему задали вопрос, а чего ж не готовят, как раньше, за границей? Да потому что бегут із-за границі. Вони обмежені цими стандартами по заходам безпеки, і перевести це навчання до якихось реальних умов бойових дій там майже неможливо. Ну, наприклад, окоп викопати боєць собі під час тактичного навчання на єдиному фоні тактичному не може, тому що є тільки ділянка, де копати окоп, от тільки тут. Тому що приїде лісник і випише штраф. Тому якщо там обороняти населений пункт, не можна копати. Якщо ти в лісі, не можна копати. А як же оборонятися? Ну, за деревце ховайся там. Маскуватися не можна. Тому що зламаєш гілочку, приїде лісник, тебе накаже. Ну, випише штраф. Ну, так не може бути. Все має бути максимально. Знаєте, там кажу так, що дайте на 3 дня сухпайка, тому що вони мають бути максимально приближені до тих умов, що їх чекає. Ніхто там, коли будуть пересуватися до лінії бойового зіткнення, там, в різних ситуаціях, вони будуть на сухпайку. Ніхто гарячий. Ні, не можна. Раз в сутки військовослужбовець має гаряче поїсти. Да, це і хорошо. Представляете, какие? Вот это, эти... Дураки какие-то. Раз в сутки надо поесть нормально. Нет, дайте сухпайка, он будет на сухпайке. Ямку выкопать нельзя, лесник придет, как бы лопатой заедет и штраф выпишет в евро, большой. То есть копать только вот здесь. Так тут же у нас по тактике не положено. Как хорошо все-таки, что есть такая страна Украина. Тут и копать окопы можно где хочешь. И вообще можно все, что хочешь. Замечательно все. Вот это я понимаю. Потрясающая страна. И мотивировать, ну, как-то замотивируем. Гривню подняли, точнее, евро подняли по отношению к гривне. Нормально замотивировали. То есть с завтрашнего дня новый исторический рекорд курса гривни по отношению к евро. Так и что там будут эти 100 тысяч или там 500 тысяч или миллион, как у нас в вопросе? Какая разница? А у людей вот недавно спросили, ну вот вы ж Пасху отметили, а как вам вообще цены на пасхальный стол, как вот, сколько потратили? Як вам ціни цього року на продукти? Ціни на Пасху? Вище, ніж минулоріч, звісно,
зростання цін йде щомісяця. Завеликі. 250, а маленька пасочка це, не знаю, гривні 800. Великі. А що зараз дешево? Зараз дуже все піднялося ціни. Я навіть не знаю, я ще не підраховувала. Дорого, все дорого. Зарплата нижче, ніж ціни. Я не смотрю на ціни. У мене у чоловіка карточка так пік і все. Ну, у мужика карточка, так пик и все. А кто муж? Ну, судя по тому, что, ну, наверное же, карточка, наверное, военного у нее. Ну, судя по тому, как она выглядит, да, хотя нельзя человека судить по тому, как он выглядит, но тем не менее, вряд ли какая-нибудь там бизнесмена большого или как бы цеха дроноводов жена. Сегодня, кстати, случай был, судит, в плену был военным военный, а его мать получала, там, на 3 миллиона она получала зарплаты за долгое пребывание в России, да, в плену. Он вернулся, начал судиться. Та не хотела отдавать, но вроде как отдаст. Ужас, что происходит. Вот так вот карточка, раз, а ты пользуйся. Стараемся где-то дешевле брать. Поэтому по магазинам, само собой, ходим, где дешевле. А так по рынкам. По рынкам ходят. По рынкам. Это у меня кто-то из экспертов говорил. Вот, как вообще на этой территории, которая не подконтрольна, типа оккупированная, да, как там вообще там рынки, там нет супермаркетов больших, торговых центров, нет вообще ничего, никакой жизни. Вон, послушайте, деда, по рынкам ходят, потому что там дешевле. 1500, мабуть. Та ну, такі як на бензин, такі і на яйця. Воно все дороге. Я пенсіонерка 4500, на субсидію 5 з чим-то получаю. Дуже подорожчало. У мене жінка ходить в магазин. Ми вже привикли, які б не були ціни, але все одно покупати треба. Привыкли уже, какие бы цены ни были, покупать надо. Ну, все. Вот так вот люди вот так вот пытаются выживать. А если люди еще и переселенцы, эвакуированные, потерявшие все, то тут, конечно, еще тяжелее, еще сложнее людям. Вот бывшая глава партии «Слуга народа» Шуляк пришла поведать премудрости. Росія до 1 липня 26-го року поставила зобов'язання перереєструвати, переоформити нерухомість, якою володіють українці саме на тимчасово окупованих територіях, і поставити їх до так званого Росреєстру. Для того, щоб Значит, до 1 там, июля Россия, задача, нужно, короче, поставить всю свою недвижимость в Росреестр, сообщает нам украинская народная депутат. И это же, представляете, какая тяжелая история. Ведущая вообще в шоке, аж глаза закрыла, или это ее глаза, нарисованные глаза на веках, ну, в общем, неважно. Смотрите, то есть нужно переоформить на себя недвижимость или каким-то образом переоформить, узаконить. Окей. Ну, це прям ужас. Поставити, внести цю нерухомість до Росреєстру, потрібно, звичайно, прийти туди особисто, взяти паспорт російський, да, і зареєструватися вже за російським Ну, або вони заберуть цю нерухомість собі. Або вони заберуть. Национализуют. И заберут, и национализируют, и заберут себе. Вот такая вот история. То есть была у тебя недвижимость, не стало у тебя недвижимости. Ми бачили вже ці спроби ще з 2014 року, але вони були якісь несистемні. А тут вони вже чітко визначили дедлайни, 1 липня, Там прям закон 26-го. якийсь є. Так, вони прийняли там низку, і навіть оцю, цей реєстр розробили, що ти повинен це зробити, хоча там згідно їх законодавства не потрібно, щоб ти був з паспортом, але все одно там зараз ми там розуміємо, що на місцях кажуть, що потрібно обов'язково, тобто стань громадянином Росії, якщо не хочеш втратити своє там майно і таке інше. І це вже така системна іде історія, коли Росія максимально забирає майно в наших громадян, забирає наше житло, забирає нерухомість. І я би тут також хотіла нагадати, що станом на сьогодні в нас працює міжнародний реєстр збитків, ми також про це вже говорили. Смотрите, это прям очень интересно. То есть забирают имущество. У людей, которые оказались на территории Украины во время боевых действий, где-то больше, где-то меньше они проходили, где-то есть меньше уцелевшего жилья, где-то больше. Но они помыкались, они посмотрели, что делать. Сейчас идет война какая, все видят, там от Купянска ничего не осталось, да, от там каких-то других населенных пунктов, да, Константиновка вообще равняется с землей сейчас, там вряд ли
Ты там что-то... Тут действительно на территории Украины ты можешь хоть какие-то гипотетические какие-то деньги, какие-то получить, что-то, какие-то компенсации, да, потому что на территории... Или ехать туда, потому что этой квартиры нет. Но если в тех городах, где эта квартира есть, а вот человек украинец оказался, у него стоит выбор. Или украинский паспорт, или квартира. Потому что паспорт российский, оформление российского гражданства и так далее, то есть влечет за собой определенные последствия, если узнают на украинской стороне. Поэтому надо, во-первых, туда приехать, надо оформить. Но проблема в том, что на территории Украины, оставшийся без квартиры человек, он ее не купит. Не купит. Нет таких возможностей. Ему там дадут модульный городок какой-нибудь, там что-то еще где-то поселят где-то, может быть, а может и нет, а может приходится снимать самому, и так зачастую бывает. То есть, но у него есть это имущество, поэтому ему нужно приехать в Россию, его переоформить, чтобы им владеть, чтобы, может, продать, может, просто чтобы жить. Но этого имущества нет у него в Украине. И таких людей очень и очень много. Я лично знаю таких людей. И они делают выбор в пользу крыши над головой, а не в пользу потужності. Но є ж реєстр убитків. Говорили. І якщо внутрішньопереміщені особи, якщо житло залишилося на тимчасово окупованих територіях, обов'язково через дію, через СНАПи, через портал державний заходити, обирати категорію, заповнювати інформацію максимально, тому що зараз іде активний етап, коли формується міжнародна компенсаційна комісія. Зараз держави, які допомагали в створенні цього міжнародного реєстру збитків, цього компенсаційного механізму, вони проходять в своїх країнах відповідні ратифікації угод. І третій крок – це вже буде створення такого компенсаційного фонду. Він буде обов'язково створений. За чий рахунок? Звичайно, це будуть кошти міжнародників. Це Україна сама не може... Тобто заморожені кошти Російської Федерації тут навіть не беруться до уваги? Це можуть бути... Конечно, деньги. Конечно, европейские. За чьи деньги? Конечно, европейские. Конечно, доноры. А вы что? Нет. Бути будь-які кошти, просто цей механізм, сам міжнародний реєстр компенсації, це ініціатива Європейського Союзу, 50 країн і України в тому числі, але це більша ініціатива, яку допомагають реалізовувати міжнародні партнери. І сам офіс головний, він знаходиться в Нідерландах, в Газі, в Києві є представництво цього офісу реєстру збитків, і дуже активно всі країни допомагають, щоб ця робота відбувалася. Вот так вот. То есть в Нидерландах, по самые Нидерланды вам помогут. Европейцы — это их инициатива, они тут ущерб. То есть, смотрите, фактически она говорит о чем? О том, что европейцы как раз-таки считают все от и до. От и до. Все считают. И все высчитывают. Но о том, что, конечно, Россия, скажем так, такая нехорошая, заманивает к себе, а потом, получается, через недвижимость заманила к себе, а там ни интернета нету, ничего. Об этом же вся мировая пресса пишет. Вот Bloomberg сегодня выкатили статью большую такую. Россия замедляет интернет ограничений, потому что гнев избирателей бьет по рейтингу Путина. Негативная реакция общественности на ужесточение интернет-ограничения в России, особенно в отношении популярного сервиса Telegram, заставляет Кремль переосмыслить свои опасения по поводу того, что репрессии наносят ущерб рейтингу Путина. По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, стремление ФСБ к ужесточению контроля побудило некоторых высокопоставленных чиновников предупредить о политических и экономических рисках, связанных с запретом доступа в интернет. По словам людей, это, вероятно, замедлит ограничения, позволит Telegram продолжать функционировать в России. То есть нашлись умные люди, которые говорят: нет, полностью не блокируйте. Не надо. И они не блокируют. А в интернете украинском умных людей так и не нашлось. Вот, пожалуйста. На миротворец внесли двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву. Она посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины, вообще вражина. Это на фоне того, что россиянам начали, ну, скажем так,
Ну, вот был буквально вчера случай, за 7 место на соревнованиях играла по водному полу, в водных видах спорта открыли флаги, открыли, собственно, россиянам, белорусам возможность выступать, они должны были играть за 6-7 место. Ну и, соответственно, украинцы не вышли, потому что с россиянами играть не захотели в водное поло, и поэтому были на место, проиграли техническое поражение, там 5-0, ну, по водному полу это 5-0, не 3-0, и, в общем, и все. Тут некому подсказать, что может надо поиграть, может надо там добиться лучшего результата. Зачем нам лучший результат? Деньги-то чужие. Зачем нам убытки? Деньги-то все равно дадут. Все в порядке. Но это не говорит, что, допустим, в России там все великолепно и хорошо, и радужно. Нет, конечно, там свой какой-то интересный вайб. То есть тут же тоже очень интересная цепочка в отношении интернета и в отношении, скажем так, безумия. Значит, Илон Маск отключает старлинки для россиян. Это, я не скажу, что там катастрофическая проблема какая-то была, но было пару недель достаточно большие проблемы. Но уже несколько дней в России его отец, а его... ну так обхаживают, как прям, не знаю, прям, вроде от него зависит вообще будущее духа Анкориджа. Зрители, которые хотят лично задать вам свои вопросы, и космонавт-испытатель, герой России Антон Шкаплеров сегодня у нас в гостях. Антон, вам слово, чтобы вы спросили папу Илона Маска. Эрл, я внимательно вас слушал, вы прекрасный рассказчик, и... Герой России и космонавт задают вопрос папе Илона Маска. Ну, то есть, внимание к нему прям просто пристально. Тут отзывается хорошо в России. Но вопрос, кто ты? Ну, он знаменит тем, что он папа Илона Маска. Папа Маска. Давайте папу Маска будем чествовать. И смотрите, по всем телекам показывать, по всем форумам, симпозиумам, со всеми встречаться. Ну, это ж папа, это же, как бы, это же, вот он, это через одного человека, это родственник фактически Илона. Какого Илона? Да, визионера, там, человека, который космос будет покорять, человека, который вот это все. Но человека, который как бы, ну, сыграл против конкретно российской стороны. Но тому, что он папа, это, конечно, надо привести целого героя России и космонавта. Чтобы что? Чтобы поделился опытом, как это зачать такого ребенка, чтобы, ух, какой стал великий. Этим опытом он делится. В общем, напишите в комментариях, давайте пошумим по этому поводу. Вы за то, чтобы вот так вот, ну, типа, мягкая сила такая? Вот смотрите, благодаря папе Илона Маска люди посмотрят в Америке, мосты будут налаживать, дух Анкориджа укреплять, переговоры будут переговаривать. Дмитриев летает то в Америку, то в Абу-Даби встречается. Песков только успевает говорить, это он не про Украину, это про отношения. А стоят вот эти отношения, ну, вот такого поведения? И хотели бы вы задать папе Илона Маска вопрос, не Илону Маску, папе Илона Маска? Вот прям интересно. Напишите, что думаете. Ну, а по поводу, скажем так, сегодня видео распространили по поводу космического, скажем так, полета и события, топ-события последних дней. Появилось видео приводнения. Вот эта капсула, вот они там кричат. Все, добро пожаловать домой. Вот они все в этой капсуле, рады, что их достают. То есть миссия успешна, все выжили. Несмотря на то, что гадили в пакетике, ибо туалет на самой станции внутри сломался. Но ничего страшного, как бы все довольны. Миссия завершилась. Лично для меня, конечно, это был парадокс. Я где-то встречал информацию, что ну, какой-то управляющий маленьким супермаркетом в Америке получает в год больше, чем каждая из вот этих приземлившихся. Это тоже очень важно понимать о распределении, об распределении труда.
Ну и в завершение еще про одного визионера. Сэм Альтман. Ему недавно подожгли дом. Значит, ну, нашли этого подозреваемого. Это глава компании OpenAI, ну, ChatGPT, да, вот это искусственный интеллект. В Сан-Франциско предъявили обвинение в попытке убийства и преднамеренного поджога. Окружная прокуратура Сан-Франциско об этом сообщила. Мужчина остается под арестом. 14 апреля, ну, то есть сегодня, ну, по их времени завтра, он предстанет перед судом. Ранее сообщили, что дом Альтмана подвергся нападению коктейлем Молотова. В компании добавили, что пострадавших нет, а подозреваемый задержан. Но все спрашивают, чего это вдруг? Ну, мало ли всяких придурков. Сегодня вон какой-то бывший ученик школы в Турции, на востоке Турции, тоже там 7 ранил, ну, в общем, ходил, стрелял, его заблокировали, взял заложников, его там с ним переговоры вели, он застрелился. Ну, вот, как бы, ну, хватает дураков. Но на самом деле Альтман еще тот жук. И его вот эти нововведения и заявления, и ситуация с искусственным интеллектом по-настоящему пугает. Сейчас вот появился, например, сообщили, новый вирус. Значит, он раньше поражал рыбу, креветок, а теперь есть у людей. Большинство случаев связывают с тем, что ели сырую рыбу, ну там суши всякие. Ну или там люди, которые контактировали с морепродуктами без защиты. Лечения от этого вируса нет. Применяются противовоспалительные препараты, терапия для снижения внутриглазного давления, но потеря зрения от этого вируса, ну, очень частая история. Ну и, конечно, всем советуют рыбу, морепродукты. Рыбу и морепродукты всем советуют термически обрабатывать. Причем здесь вирус, поджог дома Сэма Альтмана? Да вот при чем. Он же говорит, что мы на пороге вообще страшного. Мы уже не так далеки от мира, в котором появятся невероятно мощные открытые модели, отлично разбирающиеся в биологии. И потребность общества в устойчивости к террористическим группам становится все более острой. Использование таких моделей для создания новых патогенов — это уже не теоретический вопрос, или очень скоро перестанет им быть. Именно поэтому мы также продвигаем идеи своего рода плана по повышению устойчивости общества. Потому что есть понимание, безопасность ИИ в мире мощных технологий не может быть обеспечена только самими компаниями. То есть кто-то зарядит искусственный интеллект, создаст какой-то вирус, заразит всех, противоядие только у него. Кто-то, или сам искусственный интеллект это может сделать. Конечно, это используется и как и меч, и как и щит, но тем не менее. И потом поди разгадай. Это действительно очень страшные технологии и применяются в совершенно разных целях. Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие. Если бы в Украине платили добровольцу 1 миллион, вы бы пошли бы добровольцем? 12% взяли бы деньги, ушли бы в ССЧ. 4, да. 40. Деньги в Украине в мобилизации уже не помогут. Ну и 44% нет. Спасибо за ваше мнение. Спасибо за то, что проголосовали в опросе. Так, что у нас здесь? Так, значит, нанесли, ну да, Зеленский в Осло заявил о том, что поставки ракет Патриот замедляются. Значит, Зеленский объявил о том, что Кушнер и Уитков подтвердили визит в Украину. Украинская сторона ожидает представителей США. Ну, даты не знает, но они подтвердили. Ну, типа будут, но когда, непонятно. Значит, Урсула уже встретилась с Мадьяром, окучивают, так сказать. В общем, интересно. Скажем так, все проходит. Давайте несколько вопросов от вас, уважаемые зрители. Клуб зрителей Шелеста, сообщество YouTube и, конечно, чат трансляции. Ох, спасибо, как много вы написали.
Так, значит, добрый вечер, Александр. Хорошо, что вернули комментарии в телегу. Вопрос, будут ли эфиры с Арестовичем? Да, будут. В поездках был Алексей Николаевич, он прошлый понедельник в поездках, а сейчас на этой неделе он, ну, я так понимаю, что в каких-то местах, где сложно с интернетом. Так, по крайней мере, мне объяснили, поэтому никто ничего не отменял, все в порядке, все хорошо, то есть понятно, что праздники, период такой, ну, надо полетать немного, значит, поперемещаться. Так, как думаете, что будет теперь с 90 миллиардами, их выдадут или фарш будет идти дальше, или надежда на энергетический кризис, потребности ЕС в этих средствах? Ну, Урсула же сказала, будем сокращать. Прикрути, сказала Урсула, поэтому дадут. Но вопрос, что они будут стоить? Хотя, что бы ни стоили, в Украине, если что, можно поплавать курсом. Но цены будут расти на все. Так, Петр, Александр, похоже, что Зеленский пересидит таки Трампа, следующий его рубеж Путин. Я думаю, не пересидит он Трампа, извините. Ну, похоже, я согласен, похоже. Но не пересидит. Я думаю, что его судьба будет вот решаться летом, ближе к осени, там будет очень интересно. Да? Все думают, что Трамп будет хромой уткой, ну посмотрим. Ну, на фоне выборов, Конгресс до выборов и так далее. Денис, вариант конспирологии. Подписан закон об антисемитизме, прекращение войны на Ближнем Востоке, невозможность существования Израиля в арабском мире, исход Израиля, нехватка людей в Украине, великое переселение израильского народа. Welcome to Ukraine. Два в одном. Хотели в Украине систему, как Израиль, а получили Израиль в Украине. Ну почему же вариант конспирологии? Многие об этом на полном серьезе говорят сейчас. И прям люди вроде взрослые, вроде образованные, вроде умные. Ну вот такой магистральный план. Но смотрите, я согласен с тем, что не дадут жизни арабы Израилю, когда это все закончится. И на Ближнем Востоке, и в стран Персидского залива, и Иран, в общем, это будет очень и очень... Эту проблему уже не решить. Все видят, кто подстрекал, ну или сделали определенный вывод, кто подстрекал Трампа начать вот это безумие с убийством девочек, разрушениями и так далее. Сегодня Вэн сказал, что занимается экономической войной. По моему возмущению нет предела. Когда Трамп пришел к власти и стал облагать налогами ему неугодные страны, как по мне, так именно Штаты занимаются экономической и политической войной. Как вы думаете, они специально накручивают побольше причин, чтобы этот кошмар продолжался? Потому что весь мир говорит о войне, и мало кто говорит о мирных реформах, чтобы улучшить жизнь людей планеты Земля. Ольга пишет, да плевать людям на жизнь людей, им плевать на жизнь людей планеты Земля. Им нужны американцы, им нужны собственные карманы, им нужно собственное влияние. Мало вообще таких политиков, которые думают о мире. Ну, в доктрине у Китая такое, да. В России что-то похожее, но там со своей спецификой, да, то есть, ну, когда там это представлялось в рамках БРИКС, вот этого всего, да, сотрудничества, имеется в виду экономического улучшения. Все. Вообще непонятно, что дальше с БРИКС будет. Вот где вопрос. Василий, Одесса. Спасибо. На эфирах многие гости часто негативно высказываются об украинцах, которые находятся сейчас во время войны в Украине. Мне показалось, некоторые из ваших гостей даже призывают украинцев, так сказать, к бунту. Согласитесь, интересно получается. Одни за границей призывают оставшихся к стране к войне до границы 91 года, а другие, тоже из-за кордона, советуют украинцам пойти на штыки. Позвольте обратиться к вам с просьбой. Одергивайте их. Противно слушать, считать себя людьми умными, а несут бред. Да, согласен с вами, но смотрите, призывать людей думать надо. Думать и принимать решения. Ну а с другой стороны, а откуда, как не из-за границы? Ну, кто-то может вообще что-то сказать со стороны, как это все выглядит. Изнутри солдаты, ну, может, вот такие, как мы сегодня видели в шуме, может, да, но зачастую нет. Зачастую солдаты это еще большие рабы системы, с еще больше отбитые, да, и в структуре. Александр, доброе время суток. Торонто на связи. Вопрос, когда закончится кошмар во всех отношениях на Украине. С уважением, Луганчанка из Торонто. Кошмар не скоро закончится. Это разворошили на лет 10 минимум. Вот если завтра все закончит, лет 10 будем зализывать раны, а то и больше.
но надо заканчивать. Вот кошмар в плане кошмара, да. Восстанавливать дружбу будет? Посмотрим. Сейчас после Урсулы будет коррекция его вчерашних заявлений. Я думаю, что вполне возможно, что да, и Бадьяру-то нальют из трубы нефтюшки. Ну, там скажут, это не та нефть, это казахская, азербайджанская, еще какая-то. Так, на самом деле Александра пишет, США изображают, будто Европа сама суверенно, без их участия ведет эту войну. И поступают так потому, что мыслят трезвее французов и британцев и учитывают новую доктрину применения ядерного оружия России, где говорится, что агрессия неядерного государства, действующая при участии или поддержке ядерной державы, трактуется как совместное нападение. Поэтому Вашингтон старается действовать максимально осторожно и как попугай повторяет, что США не помогает. Там помнят, чем заканчивается подобная история и судьба Кеннеди и бункеры в каждом дворе. Трамп же Байдена критиковал ровно поэтому. Согласен с вами, там помнят, там умеют читать документы, хотя, знаете, ценность этих документов, плевать на них в последнее время. Один спикер интересно рассказывал о честных деньгах, Дмитрий пишет. Что вы думаете о честных деньгах? Могут ли честные деньги сгладить углы и отрегулировать перекосы или нужно нечто большее? Честные деньги... Честный труд должен быть. Вот честный труд, понимаете? Честный труд и с честными целями. Я понимаю, о чем вопрос, да, по поводу честных, но все-таки должна быть честная цель. Честная и светлая цель. Потому что можно честно зарабатывать деньги, работать на работе, а дома точить кинжал и быть маньячеллой. Вот такой мой ответ вам. Так, значит, что в клубе зрителей Шелеста? Ага, запустили с 5 направлений беспилотники по Украине. Новая атака. Значит, ночью вполне вероятно тревога во многих областях. Ну и Зеленский в Осло сидит и говорит, что Россия может нанести новый удар по Украине сегодня ночью. Вот так вот. И декларацию об оборонном партнерстве подписывает. Ну, то есть удар по Украине сегодня ночью, а декларация об оборонном партнерстве сегодня на подписи. Это вот новости из Осло, где сейчас Зеленский после Германии, куда, собственно, отправился. Так, значит, да, ночью ожидаются удары. Массовых стартов не было. Пишут одесситы в клубе зрителей Шелеста. Да, давненько не было, но, видимо, будут. Видимо, будут. Значит, чат трансляции. Спасибо большое, что поставьте лайк, пожалуйста, не забудьте. Прямой эфир все-таки. Достали забивать чат. Брех. Ага. Шелест, приезжай в Россию. Спасибо. Нет такой возможности. Так, Санек, ты ослеп, я ждал задать вопрос. Синяя борода, Александр, главная проблема — это вековое различие западенцев и восточных от центральных в проруби, лебедь, рак и щука. Какой, по-вашему, выход? Вы же украинец, вам виднее. Какой выход? Выход там, где и вход, да, это, скажем... Выход там, где и вход. Понимаете, в чем дело? Тут многие говорят, почему... Так получилось. Потому что русскоязычные украинцы, русские украинцы, где там мама русская, папа украинец, и наоборот, белорусы, которые вот... Они почему-то вдруг стали виноваты за великодержавную историю советскую, там, и там, царскую и так далее. Понимаете? То есть они должны были смириться и признать, что да, какие-нибудь там в схронах типа армии, каких-нибудь там УПА, вот мы должны подчиниться этому государственному образующему элементу. Понимаете? И вот в этом проблема. Проблема вот эта вот, что да, это вот по большому счету, это опять-таки есть нюансы, но это все равно, что вот там темнокожие и светлокожие, да? Вот светлокожие у них такой синдром, что вот мы виноваты, что когда-то там было рабство, и там и вот мы сейчас возрождаем эту историю. Вот это похожие отношения.
То есть те люди, которые говорят по-русски, которые родились в тех регионах, которые построил СССР, ну или при царе, или СССР, возвели огромные заводы, добычу ресурсов, металлургию, все вот это вот, Днепрогэс построили, они должны были быть как бы виноваты перед ребятами из полонины, которые, собственно, говорили на своем языке, на украинском, ну там тоже, кстати, строили и автомобильные заводы, и все на свете, но им это было не надо, у них было вот это, и вот они должны, вот нас поработили, а так, может, европейцы, мы там в Польше были, еще где-то. И в этом вот этот ключ, вот эту задачку надо развязать. Значит, означает, что надо кому-то немножко как бы обернуть назад эту историю. Ну, как-то немножко уважать не только потомкам великодержавных имперских государственных образований на этой территории, но и вот этих других имперцев австро-венгерских. И тогда будет мир и швачка. Так, не путай Саша, не путай вход и выход, на выходе всегда касса. Ну, это если ты в супермаркете. Но я люблю, если честно, больше такие магазины попроще. Попроще. Где тебе отрезают и взвешивают столько, сколько ты хочешь. Где на развес можно взять чего. Да, где тебя обслуживают, а не ты сам себя обслуживаешь. Тоже подумайте над этой аллегорией. Почему Украина и Россия не купят... почему Россия не купит... почему Украина не купит Украину, типа Трамп Гренландию, и жизни были бы целыми, и украинцы были бы богатыми. Ну, во-первых, есть у России куда вкладывать деньги. Это во-первых. Во-вторых, смотрите. Во-первых, все уже продали. Ну, все продали. Там надо 3-4 цены сверху заплатить, понимаете? И вообще непонятно сейчас кому платить, потому что все в кусты. Все в кусты. Вот где Яценюк? Не, ну отсвечивает периодически. А где вот эти все там остальные товарищи? А где времен Кучмы товарищи? Все, там уже все перепродано по нескольку раз. Это дело не купится, к сожалению, Украина. Здесь нужно четко принимать решения исторически. С кем мы, как мы, зачем мы вместе? Вот нужно ответить на какой вопрос. Евгений, Саша, какой диагноз Трампу поставите за доставку на дом? Доставку Макдональдса, это я у себя в Телеграме опубликовал, где он $100 отдал, общался там с этой доставщицей. Слушайте, какой диагноз? Ну, во-первых, я не врач. Завтра будет «Спартак суббота», он может поставить диагноз. Переадресую вопрос ему по поводу диагноза. Но вообще же это все очень круто. Да? Мне кажется, что он где-то подсмотрел у Эрдогана. Но это же другая история. Турция, там, когда какие праздники, там дают деньги, обсыпают золотом, ну, вот такая культура. И он там дает деньги, а дети целуют ему руку. Это так на празднике принято у них, да, хотя все как-то удивляются. Ну, вот как там кошелек или смерть приходят на Хэллоуин, или как колядники приходят в Украине, они просят же денежку, дайте дядьку пятака. И вот он тут тоже решил быть щедрым, тоже раздать деньги, показать, что у него есть наличные, так достал, отдал. Ну, это покуражиться, покичиться. Ну и поддержать отечественного производителя Макдональдс. Это же да. Можно ли сейчас сказать, что экономика мира в подвешенном состоянии до конца непонятно точно, что, куда и где 100% идет? Да, можно сказать. Я думаю, к концу года мы все-таки выпетляем. К концу года будет понятнее. Хотя, знаете, вот я не люблю такое, но вот в рубрику «Колобок, куда мы катимся» мне прислали сообщение. Тоже такое. Значит... Важно. Люди, Александр, сообщите всем. Все должны знать. В ноябре мы все столкнемся во всем мире с катастрофическим кибернетическим событием. Подготовьте запасы пищи, воды, медикаментов, средств гигиены, фонарики, теплые вещи. Остановится даже война в Украине. После этого человечество ждет новая пандемия. Худшее продолжение того, что было в 2020-2021. Запомните, ни в коем случае никакие прививки себе в этом случае не делайте. Ни при каких обстоятельствах. Эти вакцины будет не то, за что их выдают. Вакцинация будет принудительной. Будьте предупреждены. Александр, спасибо, если прочитаете этот посыл. Ну, прочитал, понимаете? Прочитал, я думаю, что грамотные люди услышали, или там, кого это действительно волнует, те услышали.
Так. Так, друзья, как найти, ваш взгляд, может ли Украина не быть антироссией? Я считаю, что может. Я считаю, что это вранье. Что там Украина, все, на ней надо ставить крест, должна закончиться Украина, потому что ей суждено быть антироссией, и все. Я тут не согласен. Это Щелин говорил там вчера у меня в эфире. Я с этим не согласен. Ну вот вы вспоминайте, пожалуйста, Быкова. Да, вот мы сейчас над моей Украиной пролетали. Понимаете? Все, не надо ни от каких названий там отказываться, еще каких-то вещей там, да. Но я понимаю, что это риторический прием, это дело сделано для усиления. Но я считаю, что может. И будет, навоюется, и будет. И все еще очень сильно перемерится. И, возможно, вполне вероятно, что на фоне какой-то определенной лютой катастрофы экономической, медицинской, астрономической, ну, условно, там, метеорит взорвется, там, что поменяется, да, и все равно притулятся те, кто ближе. Все равно ты не отцепишь, потому что когда дубарь, ты тулишься друг к дружке, и так теплее, а поодиночке быстрее замерзнешь. Поэтому, мне кажется, это все очень и очень... Вот сейчас, может быть, на этот период, да, конечно, очень долго будем мириться, очень долго это все будет, скажем так, зализывать эти раны, но рано или поздно придется. Ну, или, конечно, давайте будем стоять на той позиции, что Россия развалится на кучу малых народов, в общем, Кремль сгорит, Китай заберет пол России. Мы же эти все истории слышали. И долго слышали. Там Китай, вот это все, там Кавказ по-своему, Север вообще по-своему, там заберут, тут поработят. Ну, смотрите. Ну, давайте смотреть в сторону России и видеть какие-то трещины или какие-то проблемы и радоваться этому, в то время, когда догорает вообще страна. Ну, то есть, это, наверное, лучшее лекарство от того, чтобы быть антироссией. Когда догорает у тебя дома, когда у тебя дома варье, когда у тебя дома говорят антисемитизм до 8 лет, и сразу представляешь фотографии Биндича, Цукермана, которые в обнимочку улыбаются, рассказывают: мы честные люди, нас оболгали. А куда ни кинь, везде там шеферы, какие-то фаерпоинты, штиллерманы какие-то, вот это все, понимаете? И ты вот думаешь, ну да, нельзя, как бы, вот это все. Песах празднуем, конечно. А ты против? 8 лет тебе. Антисемитизм. И надо просто подумать, да, когда это все догорает. Поэтому этот вопрос, который я зачитывал от вас, уважаемые зрители, это полуконспирологический, а не конспирологический. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели сегодняшний выпуск. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Хорошо пошумели.